Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой. И это канал о вязании. И сегодня я хочу предложить вам связать вот такой модный кардиган. Он недавно появился на модных интернет-площадках, и я сразу обратила на него внимание за то, что у него такие необычные, интересные, крутые косы. Я бы их так назвала, такие замысловатый вариант плоской косы. Я вам сейчас приближу этот вариант, и вы сами увидите, да? Здесь очень аж 4 хода у нас идут переплетений, и они меняются затем в зеркальном направлении переплетения. Ну, в общем, коса такая довольно-таки необычная, но очень интересная, согласитесь, очень интересный, модный такой получился вид, молодежный такой кардиган. Ну, я бы даже так не молодежный, скорее всего, он подойдет и на женщин постарше, но вот на девушке он смотрится просто сногсшибательный такой вариант кардигана. Так, сегодня мы с вами будем разбирать вязание этого кардигана на несколько размеров: 42, 44, 46, 48, 50, 52 – это российские размеры. Далее, значит, у нас будет сегодня выбор пряжи. Я вам сегодня покажу несколько вариантов пряжи для данного кардигана подходящих. Мы с вами сегодня изучим, как вязать эту косу, то есть мы свяжем сами образец. Я нарисовала схему. И, в общем-то, дальнейшие будут у нас с вами расчеты на основе полученной плотности. Сейчас я вам полистаю, как выглядит данный кардиган на модных интернет-площадочках. Он в разных цветах, просто прекрасный. То есть пряжу вы можете себе цвет сами подобрать по желанию, под глазки, там, под что-то там. Вот такой вариант, смотрите, какой интересный, правда? Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком, и их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео, это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео, и это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся. И вы... Цвет такой морской волны, приятный такой цвет. Ну, это голубенький наш. Вот такой цвет мне очень нравится. Первое, конечно, что я увидела, это вот эту фотографию. Я увидела ее в интернете, ну, просто загорелась желанием. Думаю, ну, ничего себе, куколка какая классная моделька. Действительно, моделька классная, несложно вяжется. Как видите, спущенный рукав, никаких вывязываний здесь особых нет. Девочки, моделируйте по своему желанию, что хотите. Хотите сделать сакатом рукав, то есть здесь, пожалуйста, включайте свою фантазию. У меня будет сегодня простейший вариант. Я даже скос плеча не стала делать. Спинка у меня вяжется лицевой гладью, потому что обычно такие модели вяжутся, только у них по полочкам идет рисунок, а сзади либо изнаночная, либо лицевая гладь идет по спинке. Поэтому у меня сегодня именно так будет. Я вам расскажу, как я вижу расположение этих узоров, как по нашей плотности получится. Поэтому всем, кому не безразлична данная модель, вот такой вариант, смотрите. Такой, знаете, приглушенно желтый, я бы так сказала. Вот такой вариант, нежный такой сиреневый цвет. Я сегодня пряжу вам покажу сиреневую, прям очень похожая пряжа, шикарно. Не забывайте о том, что это машинная вязка, это фабричные изделия. Конечно, здесь очень тоненькие ниточки, это видно, да, тоньше, чем получится у нас с вами. Но я сегодня тоже подбирала вам, девочки, пряжу не толстую. То есть у меня такая тоже сегодня тоненькая, но с машинной вязкой, конечно, не сравнить. Вот я вам приблизила косу, здесь очень хорошо видно и планочка, как делается, вот резиночкой 2 на 2. Я сегодня вам не говорю о резинке конкретно, сами выбираете для себя 1 на 1, 2 на 2 резинку, какой хотите вариант. Любой, я буду рада видеть красивое, аккуратное вязание. Так, и вот уже это пошло у нас. В общем, девочки, я вам полистала. Очень много разных цветов, да, выбирайте себе цвет, может быть, вам какой-то свой есть вариант цвета.
Так, ну а сейчас давайте посмотрим пряжу. Пряжу тоже сегодня у меня богатый для вас набор пряжи. Девочки, я сегодня связала образец из пряжи турецкого производства Этрофил Бомбина Люкс Воол. Шикарная пряжа по итальянской технологии, очень нежная, 50 грамм 160 метров. У нас 60% мериносовая шерсть и 40% акрил. Это очень мягкая пряжа, очень мягкая. Она практически не пушится и очень хорошо смотрится, вот, например, в рельефном узоре. Очень нежная к телу. Спицы я использую 3,5 для вязания. Вот. И, в общем-то, еще раз показала вам название. Вот так у нас, получается, выглядит образец нашей косы. Такой необычной косы, красивой. Я составила схему по картинке. То есть такой косы я не видела, в принципе, еще пока. Я вам покажу сейчас более бюджетные варианты, которые подойдут, в принципе, по толщине и по плотности совпадут с той, из которой вязала я этот образец. С очень богатой палитрой цветов я сегодня к вам. И вот эта вся пряжа, как альтернативная, может использоваться в сегодняшнем вязании, в сегодняшнем проекте. Она по плотности будет вполне подходить, совпадет с той, из которой я вязала образец. Итак, я вам сегодня назову их марки этой рекомендованной пряжи и даже цвета постараюсь вам озвучить, чтобы вам было проще сориентироваться в интернет-магазине пряжи. Кстати, всю эту пряжу я заказываю в магазине рукоделия Ростов. Я не рекламирую этот магазин, просто я там реально нашла самые низкие цены и очень большой выбор. Итак, начну я с того, что пряжа, есть еще одна вот такая пряжа Белграде. Это тоже фирма Этрофил, то есть она тоже дорогая, ну, относительно, опять-таки, дорогая. Девочки, у нее вот такой состав: 50 грамм 150 метров, 10% кит мохера, 5% бэби альпака, 55% полиамиды, 30% вискозы. Она еще более шикарная, чем та, из которой я вязала образец. Она немножко пушится и идеально, в общем-то, вписывается вот в данное изделие. Цвет у нее очень такой, знаете, ну, короче, ярко-голубой. Так, по степени, значит, будем, которая мне нравится. Вот эта пряжа мне очень нравится, Merino Deluxe 50. Очень она мне тоже нравится. Это турецкая пряжа фирмы Yarn Art. Вот, у нас в 100 грамм 280 метров, то есть она слегка потолще, да, но все равно она впишется в то, что вот мы с вами вязали, вот этот образец, слегка потолще будет, слегка. У нее состав 49% шерсти, 51% акрил. Вот, тоже необычайно мягчайшая пряжа, она очень хорошего качества, и она бюджетная. Мне она очень нравится эта пряжа. Она в разных расцветках, очень богатых, таких ярких, красивых и нежных таких. Так что, пожалуйста. И вот еще у меня есть такая же Merino Deluxe 50 в таком нежном персиковом цвете. То же самое. Цвет, я обещала называть цвет, да? Персиковый цвет это 565 Merino Deluxe, а голубенький цвет 215. Так, далее. Вот эти две пряжи тоже мне очень нравятся. Они в ярких, бывают и в ярких, и в таких более нежных расцветках продаются. Alize Lana Gold Fine. Классик серия. Это полушерсть, тоже 49% шерсти, остальное акрил. Она очень бюджетная. Значит, цвет у нас 216, это ярко-желтый. Метраж 100 грамм 390 метров. То есть она очень экономная. То есть, и она
вот будет идеально впишется по толщине в ту, которую мы с вами вязали. Они вообще-то все, в принципе, подходят. Только по степени нежности, та, которая вот дорогая, она, конечно, более такая нежная. Это такая более, жестковатая, я бы так сказала. Короче, вам выбирать. Вот этот приятный сиреневый цвет просто завораживает. Просто завораживает. Так, девочки, еще моя любимая пряжа Alize Lana Cotton. Тоже из бюджетных, 50 грамм, 160 метров. У нее тоже хороший состав, много натуральных волокон, 26% шерсть, 26% хлопок, остальное акрил. 50 грамм, я уже сказала, 160 метров. И она мне тоже очень нравится. И она тоже по толщине впишется в нашу среднюю, так сказать, плотность. Так, далее, пряжа, которая тоже мне очень нравится, это наша российская пряжа, белорусская Комтекс серии Классик. В 100 грамм 300 метров, тоже бюджетная пряжа, полушерстяная, в ней, значит, цвет голубой просто вот. Так, и это наша российская, город Подольск, Подмосковье. Так, очень хорошая пряжа, нежная, приятная, очень хорошие отзывы о ней. Она мягкая, тоже не колется, так что очень тоже вам, в принципе, рекомендую. И впишется в нашу, как я уже сказала, плотность. И осталась у нас пряжа Alize Super Lana Classic, тоже из серии мягких средней толщины. 100 грамм 280 метров в ней. И что еще я про нее бы хотела сказать? Здесь меньшее содержание шерсти, всего 25%. Вот остальное акрил. Но она мне тоже очень нравится. Вот этот цвет красивый такой, знаете, даже не знаю, как его охарактеризовать, цвет темной чайной розы, что ли. Так, он у нас имеет, значит, 144 номер. И более нежно-розовенький такой цвет, тоже очень приятный, тоже Alize Super Lana. Имеет у нас цвет 161. Очень тоже хороший. Ну и вот этот цвет такой нейтрально, знаете, приятный тоже цвет. Super Lana тоже классик. Итак, выглядит у нас схема. Схема узора, которую я нарисовала буквально на листочке бумажечки очень быстро, поскольку спешил сделать мастер-класс к определенному времени, девочки. У нас 24 ряда в высоту коса и 22 петли в ширину она занимает. Плюс 3 петли у нас идут, значит, участвуют изнаночные петельки. Да? То есть 25 петель у нас, собственно, получается раппорт узора. Пустая клеточка – это у нас лицевая петля здесь, и горизонтальная эта черточка – это изнаночная, как вы поняли. Да? Вот эти вот знаки обозначают перекрещивание 4 петель налево, и это 4 петли перекрещиваются направо. Это очень элементарно делается. Я думаю, что за такую косу возьмутся девочки, уже имеющие определенный опыт вязания, поэтому я не стану вот эти все прописные истины вам описывать, мои хорошие. Так, и поэтому я вам показываю сейчас выкроечку, да. Вот такая у нас выкройка, такая чисто схематичный вариант без размеров. Я сейчас в последнее время так стала показывать, мне так удобнее, потому что в расчетной части вносятся постоянно коррективы, сидеть, вырисовывать вот эти все размеры проще вручную, чем на компьютере составлять, очень много времени уходит. Поэтому, значит, имейте в виду, что у нас спинка вяжется лицевой гладью, полочки вяжутся узором, рукав вяжется тоже узором. Вот. И как это все детально у нас выглядит и располагается попетельно, сегодня в расчетной части будет все разрисовано вам, нарисовано, схематично, все по полочкам разложено. Я расскажу, сколько петель набираем, где что как закрываем, сколько приходится на вырез горловины петель, сколько приходится на вырез на плечо петель, да, как сформировать V-образный вот этот вырез, как сделать рукав. Кстати, рукав скоса не будет, сразу будет большая прибавка. И рукав будет вот такой трубкой вязаться с большим здесь пышным таким напуском над манжетой будет. Так,
В общем, вот таким образом я вижу эту конструкцию, и вам описание выкладываю под видео в виде текста, как обычно. Вот так это выглядит. Вот, все это вы сами прочитаете. И про длину изделия, и про, в общем-то, размеры 42, 44, 46, 48. Это размер российский, 50, 52. Так, перейти на лицевую гладь, спицы номер... Так, спицы у нас будут номер 3,5. И вяжем узор спицами 3,5, резиночку спицами номер 3. Все это вы сами почитайте, мои хорошие. И давайте сразу приступать к вязанию узора. Для вязания образца, девочки, я набрала 30 петель. У нас будут по 3 изнаночные с двух сторон и коса на 22 петлях по центру. Плюс еще 2 кромочные. И начинаем сразу с вами первый ряд вязать следующим образом. 3 изнаночные. Начинается наша коса. В первом ряду мы вяжем с вами 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И делаем первое с вами перекрещивание 4 петель налево. Берем 4 петли, на правую спицу снимаем. Первые 2 петли у нас перед работой, следующие 2 за работой. Поменяли их местами. Вот таким образом перекрестили. Все 4 провязали лицевыми. И далее продолжаем вязать все оставшиеся лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 лицевых получается. Коса закончилась. 3 изнаночные у нас с вами. Кромочная мы вяжем тоже изнаночной. Первый ряд связали. Переворачиваем. Все изнаночные ряды мы вяжем, как смотрят петли. И, в общем-то, ничего сложного во всех изнаночных нет. Самостоятельно будете вязать. Третий ряд вяжем. 3 изнаночные. В косе вяжем 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Затем 4 петли перекрещиваем налево. Снимаем 4 петли на правую спицу. Первые 2 петли перед работой. Следующие 2 за работой. Поменяли их местами. Все 4 вяжем лицевыми. 1, 2, 3, 4. Дальше еще следующие 4 петли также перекрещиваем налево. Сняли 4 петли на правую спицу, первые 2 перед работой, следующие 2 за работой, поменяли местами. Все 4 вяжем лицевыми. И далее продолжаем 10 петель лицевыми вязать в косе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Остались 3 изнаночные, кромочная тоже изнаночная. Четвертый ряд вяжем, как смотрят петли. Вяжем 5 ряд. Кромочную сняли 3 изнаночные. Затем вяжем 2 лицевые, 4 петли перекрещиваем налево. Сняли 4 петли на правую спицу. Первые 2 перед работой, следующие 2 за работой. Поменяли местами их и все 4 вяжем лицевыми. Следующие 4 петли также перекрещиваем налево. Сняли 4 петли на правую спицу, 2 перед работой, 2 за работой. Поменяли местами, провязали как 4 лицевые. Следующие 4 петли снова перекрещиваем налево. Сняли 4 петли на правую спицу и перекрестили по 2. И провязали как 4 лицевые. Осталось в косе 8 лицевых. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8. Вот. И далее 3 изнаночные и кромочная у нас тоже изнаночная. 6-й ряд вяжем, как смотрят петли. 7-й ряд у нас вяжем. Первые 3 изнаночные. Затем в косе сразу начинаются перекрещивания. 4 петли перекрещиваем налево. Сняли 4 петли на правую спицу. Первые 2 перед работой, следующие 2 за работой. Все 4 вяжем лицевыми. 1, 2, 3, 4. Снова делаем 4 петли, перекрещиваем налево. Также снимаем на правую спицу. Первые 2 перед работой, следующие 2 за работой, поменяли, провязали 4 лицевые. И еще раз 4 петли перекрещиваем налево. Сняли 4 петли на правую спицу, первые 2 перед работой, следующие 2 за работой. Поменяли, вяжем как 4 лицевые. И у нас остались с вами лицевые петли. Вяжем 10 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отлично. Коса закончилась. 3 изнаночные, кромочная, изнаночная. Так, 8-й ряд вяжем, как смотрят петли. У нас с вами 9-й ряд вяжем. Следующим образом. 1 кромочная, 3 изнаночные. И далее у нас идут с вами перекрещивания. 2 лицевые просто вяжем без перекрещиваний. И перекрещиваем 4 петли налево. Сняли 4 петли, 2 перед работой, следующие 2 за работой. Поменяли местами, все 4 вяжем лицевыми. И еще раз 4 петли перекрещиваем налево. Сняли 4 петли на правую спицу, первые 2 перед работой, следующие 2 за работой, поменяли местами, все 4 вяжем лицевыми. И у нас осталось с вами 12 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Все отлично получается. Остались еще 3 изнаночные и кромочные изнаночные. 10-й ряд вяжем самостоятельно, как смотрят петли. 11-й ряд у нас. Вяжем кромочную, сняли 3 изнаночные. В косе у нас 4 лицевые идут. 1, 2, 3, 4. Далее 4 петли перекрещиваем налево. Сняли 4 петли на правую спицу. Первые 2 перед работой, следующие 2 за работой. Поменяли их местами. Все 4 провязали лицевыми. И оставшиеся 14 лицевых вяжем в косе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. У нас 3 изнаночные, кромочные тоже изнаночные. Вот таким образом у нас сформировалась одна часть косы. Вот сейчас мы будем с вами формировать зеркальную косу, такую же, только переплетения начнутся вправо. Эти влево были с наклоном влево, а эти будут вправо переплетения. 12 ряд вяжем самостоятельно, как смотрят петли. Вяжем 13 ряд узора. Начинаем кромочная, 3 изнаночные. И далее у нас с вами идут 12 лицевых в косе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И далее 4 петли перекрещиваем направо. Сняли 4 петли на правую спицу. Первые 2 за работой оставили.
Вон они у нас уже на левой спице. А эти высвободившиеся в третью, четвертую, мы их на первое место, на левую спицу возвращаем. Все 4 вяжем лицевыми. Отлично. И оставшиеся петли вяжем лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все. Дальше у нас тут 3 изнаночные, кромочные тоже изнаночные. 14 ряд вяжем самостоятельно, как смотрят петли. 15 ряд, 10. Так, в начале 3 изнаночные, а в косе вяжем 10 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Перекрещиваем 4 петли направо, сняли 4 петли на правую спицу, первые 2 за работой, следующие 2 перед работой. Все 4 вяжем лицевыми. Дальше следующие 4 петли также направо перекрещиваем. Снимаю на правую спицу, первые 2 за работой, 3, 4 перед работой. Поменяли местами, все 4 провязали лицевыми. И остались у нас 1, 2, 3, 4 лицевые в косе. Кромочные, так, 3 изнаночные и кромочные тоже изнаночные. Переворачиваем. 16 ряд вяжем, как смотрят петли. 17 ряд. Так, вяжем 3 изнаночные. В косе у нас сейчас будет 8 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 петли будем перекрещивать направо. Сняли 4 петли на правую спицу, первые 2 за работой, следующие 2 перед работой и все 4 вяжем лицевыми. Так, ниточка. У нас очень тонкие ниточки здесь. Далее следующие 4 петли перекрещиваем также направо. Сняли 4 петли на правую спицу. Первые 2 за работой, следующие 2 перед работой и их аккуратно провязали как 4 лицевые. И у нас еще 4 петли следующие снова перекрещиваются направо. Сняли 4 петли на правую спицу, первые 2 за работой, следующие 2 перед работой. И все 4 снова связали лицевыми. Остались 2 лицевые в косе. Косичку связали в 17 ряду и 3 изнаночные. Кромочные тоже изнаночные. 18 ряд вяжем самостоятельно, как смотрят петли. 19 ряд вяжем 3 изнаночные. Затем у нас идут 10 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Перекрещиваем 4 петли направо. Сняли на правую спицу 4 петли, 2 первые за работой, следующие 2 перед работой. Вяжем как 4 лицевые. Перекрещиваем следующие 4 также направо. Сняли на правую спицу первые 2 за работой, следующие 2 перед работой. Также провязали 4 лицевые. И еще раз 4 оставшиеся петли в косе перекрещиваем направо. На правую спицу их сняли, первые 2 за работой, следующие 2 перед. И все 4 вяжем лицевыми. Все, в косе закончили вязание. Осталось у нас 3 изнаночные, кромочная, изнаночная. 20 ряд вяжем, как смотрят петли. 21 ряд вяжем следующим образом. Кромочную сняли 3 изнаночные, 12 лицевых. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И перекрещиваем 4 петли направо. Сняли 4 петли на правую спицу. Первые 2 за работой, следующие 2 перед. Поменяли местами и вяжем как 4 лицевые. И еще остались 4 петли перекрестить направо. Сняли 4 петли на правую спицу. Первые 2 за работой, следующие 2 перед работой. И все 4 провязали лицевыми. И еще 2 лицевые остались. 3 изнаночные, кромочная, изнаночная. Вот такие вот у нас получается уже красивая коса получается вырисовывается, да? Так, значит, у нас 22 ряд вяжем, как смотрят петли. В 23 ряду делаем следующее. 3 изнаночные, в косе 14 лицевых первых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Перекрещиваем 4 петли направо. Сняли 4 петли на правую спицу, первые 2 за работой, 3, 4 перед работой. Поменяли местами, все 4 вяжем лицевыми. И в косе осталось 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Связали. Все. У нас еще 3 изнаночные, кромочная и изнаночная. Все. 23 ряд связали. У нас 24 ряд вяжется, как смотрят петли. И раппорт начинает повторяться с первого ряда снова. То есть у нас пойдет уже коситься снова, будут перекрещивания, но налево, как мы уже вязали с вами. Сейчас давайте сделаем влажную тепловую обработку образца. Нам надо измерить плотность вязания. Итак, у нас влажная тепловая обработка горячим паром. Обдаем горячим паром связанный образец. Он становится очень пластичным, податливым. Давайте его потянем в ширину, в длину, аккуратно. Он влажненький и очень хорошо поддается вытягиванию в разные стороны. Нам необходимо с вами вот здесь отпарить крайний, горячий пар, это все-таки опасно. Крайние вот эти изнаночные, их тоже надо привести в хорошее состояние, потому что, ну вот насколько это возможно. Итак, девочки, оставляем наш образец сохнуть. И теперь, девочки, прикладываем линеечку, измеряем ширину образца. Когда все высохло, да, у нас есть такая возможность. У меня 14 сантиметров ширина, и я набирала 30 петель. 30 надо разделить на 14. Получится 2,14. Ну, давайте напишем 2,15, чтобы нам было понятно. Так, пишем 2, в 1 сантиметре 2,15 петель. Эта плотность у нас получилась по горизонтали. По вертикали мы сейчас тоже все измеряем. Также линеечкой измеряем высоту образца. Надо его встряхнуть хорошенько. В естественном состоянии вот он лежит. И измеряем. У меня, девочки, получается 19,5 сантиметров. Здесь надо сейчас точно определить количество рядов. Итак, у меня здесь сейчас, девочки, значит 50 рядов. Я еще 2 вспомогательных ряда вязала, поэтому 50, а не 48. 2 раппорта связаны, как видите, да? 50 надо разделить на 19,5 сантиметров.
2,55. Давайте запишем. Такая будет плотность по вертикали. В 1 сантиметре 2,55 ряда. С этой плотностью будем делать сейчас расчеты. Итак, вот такая у меня сегодня будет выкройка участвовать в нашем расчете. Левая полочка, спинка. Ну, левая полочка то же самое, что правая полочка вяжется, только зеркалится все. И рукав, да. У рукава скос я делать не стала, будет сразу много прибавок и будет такой широкий рукавчик. Итак, девочки, давайте сразу говорим про спинку. У спинку я сделала лицевой гладью, то есть не с узором, а с лицевой гладью, у нее другая плотность. В отличие от узора в 1 сантиметре 1,9 петель. Вот, поэтому расчет петель совсем стал другим, чем, ну, с другой плотностью, соответственно, чем у нашего узора. Получается, что мы для размера 42-44 берем ширину спинки 50 сантиметров, и в петельном эквиваленте это будет 50 умножаем на плотность 1,9, 95 петель. Второй размер это 46-48, 54 сантиметра у нас спинка, и будет 103 петли. Для размера 50-52, 58 сантиметров спинка, и это будет 110 петель. Начинаем мы все вязать с планки резиночкой 1 на 1, хотите 2 на 2, в принципе это по желанию. Вот. И на спицах меньшего размера, меньшего диаметра. Затем переходим на лицевую гладь, берем спицы побольше, 3,5, и вяжем петельки лицевые на высоту. В моем случае, в моем расчете будет участвовать длина. Общая длина 57, 58 второй размер, 59 сантиметров третий размер. И, значит, смотрите, на все вырез горловины здесь не вывязывается, все единым полотном вяжем спинку. Здесь у нас закрываем на высоте 50, да, ну, в общем, на высоте 50, 51, 52 сантиметров от планки. Сразу переводим все это в ряды. У нас с вами вертикальная плотность есть, да, то есть 50 сантиметров мы умножаем на плотность по вертикали 2,55. Мы это специально, это будет 128 рядов, девочки. Пожалуйста, учтите, но берется всегда в четное число. 128 рядов, и для других размеров вы также считаете. Пожалуйста, учитывайте вертикальную плотность, не игнорируйте ее, потому что после того, как вы постираете изделие, оно вытянется, станет длиннее, чем вы планировали. Чтобы этого не случилось, пожалуйста, применяйте правильную технологию вязания с плотностью. Мы же ведь рассчитываем петельки с учетом плотности, правильно, горизонтальной, так и по вертикали. Эта плотность вертикальная должна присутствовать в ваших расчетах. На плечи и на вырез горловины у меня приходится следующее количество петель. Значит, при ширине 20 сантиметров первый размер я беру 39 петель. При ширине и, в общем, на следующий размер у меня идет 41 и 42 петли. Я не стала вот там эти миллиметры, я увеличиваю всегда обычно на 2. Почему 41, а здесь 42? Потому что у нас здесь нечетное число. Чтобы на плечи осталось четное количество петель, надо, чтобы также в вырезе горловины присутствовало нечетное число. А вот для третьего размера у нас в наборе было 110 петель, это четное число. Поэтому 42 петли на вырез горловины, 34 петли идут на плечи для третьего размера. Для второго размера 31 петля и для первого 28 петель. Вот это все вы увидите в описании. Под видео есть текст. Вот это все, что я вам сейчас тут наговорила. Теперь, девочки, поскольку у нас с вами разная плотность
по спинке и полочкам узор вяжется, то и количество петель сразу по плечу, да, будет другой, поэтому мне надо было посчитать, сколько у меня будет ширина плеча. У меня получилось 15, 16, 17 сантиметров ширина плеча вот здесь должна быть. Вот. И получается следующий вариант. Идем сразу к полочкам. Здесь у нас будет, мне всегда проще рисовать правую полочку, поэтому я вам показываю, как я расположила узоры по полочкам. Смотрите, девочки, у нас есть вот такая вот схема, которую мы с вами рисовали, и в ней есть раппорт. 25 петель я его посчитал, то есть это наш с вами вот этот узор с косами на 22 петлях, в котором мы вязали, и 3 петли изнаночные. Слева я их добавила. Можно было справа, но я добавила слева, чтобы было понятно. То есть вот это и есть 25 петель, наш раппорт. И именно сегодня у нас будет участвовать в нашем описании. Итак, для первого размера полочка составит 52 петли в наборе. Это будет кромочная. 25 петель раппорт наш. И 22 петли идет еще одна наша коса. То есть вот мы начинаем 25 петель. Затем у нас идет просто 22 петли коса. Ну и, соответственно, кромочный. В сумме это 52 петли. Это первый размер. 42-44. Для второго размера 46-48 расположение узоров на 55 петлях будет таким же. Различие будет, значит, у нас следующим образом. Мы добавляем вот сюда 3 изнаночные. То есть у нас начинается с вами узор кромочная, это правая полочка второго размера, повторюсь, кромочная, 3 изнаночные, 25, 2 раппорта по 25 петель, замыкается все кромочной. В сумме это 55 петель. И третий размер 58 петель у нас идет, значит, идет кромочная, 3 изнаночные, 2 раппорта подряд по 25 петель, добавил я 3 лицевые и 1 кромочную на полочку правую. Левая полочка вяжется точно так же, но зеркально. Вот таким расположением узора мы выходим после планки по полочке. То есть она такая же будет в высоту, как и по спинке, 7 сантиметров, резиночкой 1 на 1, 2 на 2, любой вариант выбирайте для себя приемлемый. И далее вяжете вот этим узором. Но через 30 сантиметров вязания вашего узора, это должно составить 76 рядов, девочки, приступаем к вывязыванию V-образного выреза у полочки. Надо нам будет с вами убавить, значит, следующим образом: 20, 21 и 22 петли. Плечи составят 32, 34, 36 петель здесь. Я говорила о том, что здесь другая плотность, поэтому мне потребовались вот эти сантиметры. Да? 15 я умножил на 2,15, это плотность у нас для нашего вот этого узора с косой. И получила я 32. В итоге 32 петли. Вот. Имейте, пожалуйста, это в виду. Теперь надо этот V-образный вырез сформировать с убавками равномерной, должны быть убавки. Значит, при моей длине выреза в первом размере это 20 сантиметров, я 20 умножила на плотность по вертикали, 20 умножаю на 20, я умножаю на 2,55, и это плотность по вертикали, и получаю 51 ряд. Берем четное число 50 рядов. Да? Итак, вырез по планке, по полочке у нас составит высоту 50 рядов, и нам надо убавить 20 петель. Мы 50 должны разделить на 20 петель. Вот такое число получается. 2,5. В этом случае всегда рекомендуется делать убавки, чередуя. Первую убавку делаем во втором ряду, да? Вторую убавку делаем в третьем ряду, во втором, в третьем, в каждом втором, в каждом третьем. Вот таким образом мы чередуем 20 раз. Для второго размера и для третьего
у меня, соответственно, получилось 52 ряда, здесь вот 56, ну, считается, можно здесь 54 взять. Ну, короче, там, девочки, то же самое получается. Убавки в каждом втором и в каждом третьем ряду. Только на одну петлю больше убавляется. Вот и все. По размерам. Так, все это будет в описании под видео. Теперь переходим к самой нашей интересной части. Это рукав. Здесь набирается на планочку. По-моему, там 44, 46 и 48 петель. В описании почитайте. Также вяжется на высоту 7 сантиметров резиночкой 1 на 1 или 2 на 2. И затем в последнем изнаночном ряду планки вы должны сделать резкие прибавки. Почти в 2 раза увеличивается количество петель. Для того, чтобы здесь вот такой около манжеты была пышность такая. Вот. И никакого скоса здесь делать я не планирую в своем описании. Вы, конечно, можете сделать как классический вариант, да, то есть постепенно делать прибавки по скосу, да, пока не выйдете на количество петель. Вот у меня получилось 86, 90, 94 петли. Вот. А тут, если мы сразу с вами все это прибавим до 86, 90, 94 петель и вяжем единым полотном, распределяя петельки следующим образом. Расположила я вот так. Значит, 86 петель первый размер, у меня получается следующая картина. Кромочная. Значит, далее идет у нас 3 изнаночные добавочные. Затем у нас для симметрии идут еще 3 изнаночных. То есть в сумме это 6 изнаночных. В сумме, чтобы понятно было. 6 изнаночных. 3 раппорта подряд по 25 петель. И здесь еще добавляется 3 изнаночные и кромочные, соответственно, справа и слева. Это вот 86 петель получилось. Вы, конечно, можете свое какое-то расположение придумать. У меня вот четко по раппортам именно вот такой вот получается вариант. То есть всего 3 раппорта умещается с косами. Для второго размера, там где 90 петель у нас идет, ширина рукава, у нас будет вот такой расклад. Кромочная, начинается 5 изнаночных, 3 изнаночные для симметрии, то есть уже понятно, что в сумме это 8 изнаночных вяжется, да? Вот, 8 изнаночных, 3 раппорта подряд, опять по 25 петель и 5 изнаночных. Заканчивается кромочная с 2 сторон, соответственно. Вот 90 петель. И для третьего размера, где 94 петли, вместо 5 изнаночных я сделала 7 изнаночных, то есть на 2 петли больше справа и на 2 петли больше слева, соответственно. Вот. То есть у меня получается везде по 3 раппорта нашего с вами узора с косами и с 2 сторон изнаночная гладь. Вот такой у меня расклад. Можно сделать как-то по-другому. Например, не изнаночные эти петли делать, а лицевые, да. То есть у нас спинка-то ведь лицевыми петлями связана. То есть, девочки, здесь, пожалуйста, включайте свой вариант, да, включайте свое, так сказать, желание, как вы видите это, да, свой творческий процесс подключайте, пожалуйста. Либо изнаночные, либо лицевые петли добавляются симметрично от 3 раппортов по центру нашего узора. У меня вот так. Вот такое предложение по распределению узоров, расположению. В принципе, я все вам рассказала. Затем у вас на определенной высоте все петли закрываются. Все. И после того, как вы будете все это сшивать, здесь нужно будет связать планку. Планочка вяжется на гибких спицах, набирается нужное количество петелек и вяжется где-то на высоту 3,5 сантиметра. Также той резинкой, которую вы применяли для нижней планки. Обычно это так делается. Все, мои хорошие, в принципе, ничего сложного нет. Очень часто вы в своем гардеробе вязали такие вещи, я уверена. Новичок за такую косу не возьмется, а девочки-мастерицы с опытом и без моих вот этих рассказов, в принципе, свяжут эту красоту, потому что очень простой как бы конструкция, да, здесь все
прямой вяжется, ни пройму мы не вывязываем, да, ни скос плеча, ничего этого нет. Но при желании вы можете это все себе добавить, пожалуйста, конструируйте по своему желанию, по своему хотению. Самое главное, в принципе, конечно, это была нарисованная схема, да, а все остальное для опытных вязальщиц это не проблема. До новых встреч, мои хорошие, я желаю вам удачи!